Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, уделим внимание народным приметам на 18 июня. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, что нельзя было делать в этот день, а также дадим определенные советы и рекомендации. Друзья, все далее более подробно в этом видео. Итак, сегодня 18 июня православная церковь вспоминает священномученика Дорофея Тирского. Христианский святой рожден был в Антиохии и являлся епископом Тира Финикийского. При императоре Диоклетиане скрывался от гонений, а позже вернулся в Тир от ловли на христиан. Со своим возвращением Дорофей стал управлять своей церковью во главе с епископом, которым являлся сам. Его правление длилось более 50 лет. В его 107 лет он был пойман за отказ приносить в жертву идолам и далее провел остаток своих лет уже в муках. На Руси сегодняшний день называли в честь епископа Дорофей или день-ночь, сон травы, и по-другому еще называли воробьиные ночи. С данного дня и праздника ночи становились самыми короткими в году. Название данного праздника как «День-ночь, сон травы» получил этот день за то, что в этот день начинало расцветать и распускаться безумно красивое и загадочное растение. А название «Воробьиные ночи» пошло из следующего, что в те времена были связаны также с ночами, которые становились настолько маленькими, что их сравнивали с маленькими пернатыми друзьями. Сами ночи длились уже 7-8 часов в сутки. В народе рассказывали, что святомученик Дорофей легко управлял снами и мог об этом даже предупредить. Вообще, по народным приметам, если что-то людям и снилось, то рассказывать об этом уж точно не стоило никому. Про положительные вести или радужные сны заострять внимание не приходилось. И так понятно, что это только на радость людям было. А вот если снились какие-либо пакости, негатив и сон тревожил, то стоило попросить помощи у святого Дорофея. Это можно было сделать как наедине, так и сходивши в храм. Люди верили, что святой обязательно вас выслушает, поймет, простит и обязательно решит все ваши волнующие вопросы и отведет беду от вас. Согласно народной традиции, именно в этот день расцветает сон трава. Исходя из своего названия, эта трава клонит людей в сон. А если капнуть вглубь и почитать легенды, которые были связаны с этой травой, то можно найти информацию, что эта трава спящим людям показывала и предсказывала с большой точностью их будущее. Наши предки говорили, что не мудрен тот сон на Дорофея, да вещий он. Этим они хотели сказать, что их счастье приобреталось во сне. Красивая девица или добрый парубок рассказывали о счастье и процветании, а беда обязательно приходила со старухой и розгами. Запах утренней травы рассказывал о предстоящем дожде. Большое количество росы на траве к благоприятному урожаю. А если туман окутывал всю воду и будто застилал ее, то говорили, что будет обилие грибов в лесу. Сорняки очень боялись праздника Дорофея, поэтому люди по традиции выходили на улицу ранним утром и становились рвать вредителей. Такая традиция сулила отсутствием сорняков в ближайшее время на участке и приятным проведением времени вместе с семьей, в помощь друг другу и доброте. Хорошая погода будет 18 июня, а значит и урожай зерна будет хорошим, так считали наши предки. А вот большое количество паутины и пауков – это означало, что будет жара, а трудящийся дятел, который не переставал стучать к дождям грядущим.
18 июня люди строго наблюдали за ветром, а точнее за его направлением. Северный ветер мог предвещать несчастье, восточный – приход различных болезней, а южный, наоборот, радость и благодать в доме. Народные приметы были для них как хобби, и люди уделяли этому огромное внимание и значение. Смотрели, замечали, старались записывать свои наблюдения и сопоставить с тем, что до этого слышали от родственников или знающих людей. Например, на огурцах большое количество пустоцвета намекало людям на проведение различных обрядов с урожаем. Сегодня положительная погода говорила только об одном, что урожай зерновых будет шикарным. А из самых простых обрядов люди любили брать, к примеру, старый лапоть и волочь его ногой аж до самой грядки. Там забрасывали его в огурцы и кричали, как густо лапоть этот плелся, так чтоб и огурцы мои плелись. И вот такими вот словами хозяйки подговаривали Всевышних в помощи с будущим урожаем. Про сорняки знали почти все на Руси, а вот про волосы немногие. Такая же народная примета существовала и по отношению к волосам на теле у людей. Говорили, что волосы тоже боялись этого дня и после расправы с ними могли попросту не вернуться к хозяину и больше не расти. Сны были пророческие в Дорофеев день. Снилось почти каждому, но все втайне это скрывали. Кто-то радовался про себя, сидя дома, а кто-то молился и просил святого Дорофея избавить его от несчастий грядущих. По народной примете нельзя было в этот день откладывать любые незаконченные дела на потом. Поэтому очень важно, чтобы сегодняшний день вы поставили себе цель и решили все незавершенные вопросы и дела, которые вы вспомните. Не откладывайте, и сегодняшний день вам сам в этом поможет. Не рекомендуем сегодня, в этот день, 18 июня, заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами. Они могут одурманить или просто потратить ваше время зря. Сегодняшний день лучше посвятите себе и никому больше. Люди, которые были рождены 18 июня, по словам наших предков, часто не уверены в себе, и их зачастую терзают сомнения. Говорили, что спустя только 40 лет такие люди находили в себе силы и справлялись со своими страхами и переживаниями. Они находят свой истинный путь, набираются сил, опыта, начинают по-настоящему верить в себя. В то же время у таких людей есть невероятный дар успокаивать. Они обладают способностью успокоить и в кратчайшие сроки поддержать, замотивировать и перенастроить человека на положительный лад. Они вселяют уверенность и ставят людей на их путь. А вот День ангела отмечает Василиса, Игорь, Марк, Анастасия, Константин, Леонид, Феодора, Никандр, Аполлон, Виктор, Павел, Кондрат и Галина. В этот день, друзья, обязательно наши предки смотрели на небо, потому что, смотря на небо, они видели и понимали, что погода будет прекрасная. Также в этот день наши предки знали, что нельзя было шить, вязать и вышивать. Вообще все острые предметы лучше убрать подальше, чтобы не навлечь в дом беду. Также обращаем ваше внимание, ругаться и выяснять отношения, а также спорить. Также 18 июня нельзя, потому что это может привести к болезням, к финансовым и другим трудностям. Давайте посмотрим, какая же выпадет карта Дня Таро на 18 июня. И, друзья, у нас карта шестерка жезлов. Поэтому 18 июня обещает быть интересным, успешным, и у вас есть все основания радоваться жизни. И вы знаете, сегодня может быть у кого-то хорошая новость, а может быть динамика и явный прогресс в делах, которыми вы сейчас занимаетесь. Этот день даст вам возможность вздохнуть, наконец, свободно после довольно напряженного периода и получить достойную награду, а также признание за прилагаемые усилия.
Если у вас есть хорошие новости, события, не стесняйтесь и не забывайте делиться с близкими или друзьями, потому что так вы еще сильнее почувствуете собственный триумф именно в этот день, 18 июня. Друзья, далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 18 июня 2022 года. И по лунному календарю нас с вами ожидает 19 и 20 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Считается, что этот день несет в себе достаточно тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Она просто витает в воздухе. Непростой, достаточно тяжелый лунный день будет способствовать напряжению всех человеческих сил, что связано с колоссальной энергией, которая спускается в этот день из космоса. Это означает, что человек в этот день сам творит свою судьбу, и только от его поступков и мыслей будет зависеть то, в каком направлении будет протекать его дальнейшая жизнь. Избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность, и человек становится уязвимым. В результате он может поддаться чужому влиянию, со стороны от которого потом будет очень трудно освободиться. Помимо этого, вы легко можете оказаться и сами манипулятором других людей в этот день. Все это может привести к иллюзиям, самообману и неправильному выбору пути. Поэтому будьте готовы к тому, что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут предать и предложить идеи, которые в скором времени обернутся против вас. Так что проверяйте сегодня любую информацию, которая станет доступна в этот день. В этот день желательно не доверять никому и ничему. Что же касательно стрижки волос, друзья, то лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также в этот день откажитесь от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так для собственного. Что же касательно окраски волос, то окрасьте волосы натуральными красителями. Это привлечет к вам деловых партнеров. Прическа сегодня необходимо расчесывать волосы через каждые 2 часа. Друзья, вот такой у нас с вами будет день 18 июня по народным приметам и лунному календарю. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной, интересной информации. Всех вам благ, услышимся, друзья, уже с вами в следующем видео.